Вы наверняка встречали такие видосы в интернете, где один человек берет и полностью меняет свой внешний облик на облик другого человека, и его действия полностью повторяются. И сходство просто невероятное, потому что кажется, как будто бы это второй человек записал видео, точно такое же, просто с точно такими же движениями. Хотя на самом деле сделано это из одной фотографии. Как это сделано? Давайте я расскажу вам в этом видео, как вам сделать такое же абсолютно бесплатно. Вам нужно взять ссылку из-под этого видео и открыть в своем браузере Google Chrome. Я открою в своей вот этой версии и покажу, как это работает. Когда вы перейдете по ссылке, вас встретит страница регистрации. Здесь вы можете зарегистрироваться бесплатно с помощью Figma, аккаунтов Google или аккаунтов Microsoft. Я возьму аккаунт Google, авторизуюсь, и на старте мне будет дано, по-моему, 150 кредитов. Кредиты тратятся на каждую генерацию, то есть вы генерируете фотографию или делаете видео, и они тратятся вот как раз на эти генерации. Сейчас у меня откроется, да, он говорит, что у меня нет доступа к этой странице, но это потому, что я не открыл его еще, и мне нужно открыть эту страницу для всех. Я сделаю так, что может любой смотреть, у кого есть ссылка. Откроем теперь браузер. И теперь все должно быть окей. Страница открылась. Здесь находится несколько узлов. Есть промпт, который как бы говорит о том, что нужно повторить полностью за действиями, которые есть на видео. Здесь есть видеофайл, где я двигаюсь, то есть исходное видео, где я показываю, как надо двигаться персонажу. И есть фотография персонажа. Как я сделал такого персонажа? Потому что она находится ровно в том же интерьере, что и я. Вы без проблем можете это сделать. Для этого вам нужно просто в любом пустом месте, ну, во-первых, скопировать этот файл себе. Когда вы его скопируете, нажав на Duplicate, то он появится у вас в рабочей области. И, как я говорил, у вас будет 150 кредитов. Соответственно, если вы найдете где-то еще новый аккаунт, у вас будет еще 150 кредитов и так до бесконечности. Итак, у нас есть вот этот шаблон. И если я хочу, например, сделать вот такую фотку, заменив себя на какого-то другого персонажа, я могу сделать так. Я кликаю правой кнопкой мыши в области, нажимаю на промпт и говорю: замени персонажа на этой фотографии. Не трогай окружение и освещение. Нужно изменить только персонажа. Сначала это был мужчина, теперь это должна быть симпатичная, красивая девушка, блондинка. Давайте поменяем так, чтобы это была блондинка. Куда мы деваем этот промпт? А мы его деваем вот сюда. И потянув за вот эту вот точку, мы получаем возможность выбрать, какая нейросеть сгенерирует нам это изображение. Лучше всего с этой задачей справится Nano Banana, поэтому мы можем здесь просто написать Nano Banana 2 или Nano Banana Pro. Допустим, это будет Nano Banana Pro, и нам сюда нужно добавить еще одно поле для изображения. То есть вот здесь нужно добавить еще одно поле для изображений. Нажимаем так, чтобы у нас было два входящих изображения. Первое изображение у меня будет, например... А есть у меня интересное изображение, где я... Наверное, есть. Я сейчас поищу. Да, есть у меня селфи. Берем вот такое изображение, мое селфи. Я закидываю его сюда. Правда, оно у меня стрёмно повернутое. Ну ладно, я надеюсь, что так тоже прокатит. Закидываем его как первое изображение. А теперь, по идее, нам нужно... ну нам второе изображение-то не нужно было, оказывается. Мы просто запускаем модель. И сейчас у нас должно получиться другое изображение. Вот этого прекрасного мужчину мы переделываем в прекрасную симпатичную девушку. Ну и получилась красивая блондинка. То есть теперь вот эту вот фотографию можно удалить, сгенерированную, а ее подтянуть вот сюда. И у меня здесь уже есть видео, где я двигаюсь так, как надо, показывая разные движения и действия. Соответственно, как сюда закинуть видео? Просто закидываем видос из папки сюда. И дальше нужно запустить вот эту нейросеть, которая называется Kling AI. Нажимаем. Ключевое, что вы должны знать, здесь подтверждаем, ключевое, что вы должны знать про вот это исходное видео, оно должно быть не менее 3 секунд, то есть не короче 3 секунд и не длиннее 10 секунд.
То есть от 3 до 10 секунд маленький отрезочек, который сгенерируется нам вот сюда. Что делает вот этот промпт? Мы берем исходное изображение и исходное видео. Исходное видео берется как референс, то есть как пример для движений. То есть берутся только движения. Положение головы, положение рук и так далее. А сам персонаж, которого мы будем двигать, берется вот отсюда. Ну и, соответственно, вы можете сделать себе своего собственного персонажа, переделав из своей фотографии или с чужой фотографии. И нужно будет подождать, генерация не быстрая, зато бесплатная. Потратив несколько десятков токенов, 125 токенов у меня осталось, я вижу результат. То есть у меня получилось видео. Хоп, вот оно. Да, девушка двигается на видео так, как надо. Единственный нюанс, да, про который обычно никто не говорит, это то, что если вы будете двигаться и говорить на видео, оно будет с глюками. То есть артефакты в виде неправильно двигающихся губ будут сопровождать видео. Что еще не говорят? Если исходник записан так, что вы на нем резко как-то двигаетесь, прям резко, то нейросеть будет глючить и будет как-то неправильно, рвано показывать движение. Будет видно, что это нейросеть. То есть эти генерации, ну, они не с первого раза получаются. Но получаются с какой-то попытки, и вы можете сделать. Вот эта, кстати, генерация была сделана с первой попытки. А потом, когда я хотел уже сделать классную подводку для этого видео, где я такой чик и переключаю свой образ, вот там-то я и столкнулся со всеми вот этими артефактами, которые сложно побороть. То есть я там хотел показать образ другого человека, где я говорю, и вот с разговорами уже не получилось. Там были проблемы и траблы. Но это бесплатно, это быстро, и это, ну, прикольно, чтобы поиграться вот так. Какую-то коммерческую задачу вы пока что вряд ли таким образом закроете. И, как вы уже догадались, здесь куча всяких разных нейросетей. Для видео, для картинок, для даже 3D-моделек. То есть вы можете в этом Flow выстраивать все, что захотите. Я открываю вам этот инструмент, возможно, вы про него не знали. Да и я и сам сегодня только про него узнал. И сразу же пришел вам показать. Ссылка на него будет в описании, ссылка на вот этот шаблон с этим промптом. Забирайте, пользуйтесь, копируйте и экспериментируйте. Поставьте лайк этому видео, если было полезно. Меня зовут Артем Исламов, и это канал «Лысый из браузера». В комментариях пишите вопросы, отправьте это видео другу, кому интересна тема нейросетей, и увидимся в следующих видео. Пока.